Мы все хотим быть успешными в жизни. У нас у всех есть цели, которые мы хотим достичь. Это могут быть учебные, финансовые, медицинские или спортивные цели. Прежде всего, нам нужно что-либо предпринимать, выполнить какие-то действия, которые могут приблизить нас к достижению успеха. В то же время нам необходимо научиться преодолевать препятствия, возникающие на этом пути. Доброго времени суток! Вы на канале КПД, с вами Дмитрий Паршуков. Если вы попали сюда случайно, то поставьте видео на паузу и обязательно подпишитесь на этот канал. Здесь я делюсь простыми, но эффективными технологиями, которые в разы способны увеличить ваш коэффициент полезного действия. Где мы обретаем добро или зло? В самих себе, в своих решениях. Что зависит от нас? В жизни наша главная задача состоит в том, чтобы разделять события на две категории. Первое – это внешнее, которое мы не можем контролировать. И наши решения, которые мы принимаем относительно внешних событий, и можем их контролировать. Необходимо задавать себе и другим людям вопросы. Если у меня шанс, что зависит от меня? Вы всегда должны быть настроены на утвердительный ответ, какими бы ни были малы ваши шансы. Человек должен уметь отличать маловероятное от невыполнимого. И это умение сделает его тем, кем он хочет стать. На этот счет есть одна молитва. Господи, даруй мне безмятежность, чтобы я мог принимать то, что не могу изменить. Мужество менять то, что можно изменить. И мудрость, чтобы отличать одно от другого. Почему бы вам не сосредоточиться на том, что вы способны изменить? Только с этим вы можете что-либо поделать. Стоики говорили, есть вещи, которые зависят от нас, а есть вещи, которые от нас не зависят. Так что же зависит от нас? Это наши эмоции, наши мнения, наши творческие способности, наши отношения к жизни, наша точка зрения. Таково, фигурально выражаясь, наше игровое поле. И игра на нем ведется по определенным правилам. Что же от нас не зависит? В общем, все остальное. Погода, экономика, обстоятельства, мнения и эмоции других людей, тенденции, катастрофы и тому подобное. От нас зависит только игровое поле, но не правила и не условия игры. Факторы, которые люди-победители стараются использовать с пользой для себя и не теряют время на их обсуждение, потому что это не имеет смысла. Что вам делать? Спорить, жаловаться или хуже всего сдаться? Решать только вам. И эти решения зачастую не позволяют добиться победы. Когда мы говорим о восприятии, необходимо отличать вещи, которые в нашей власти, от тех, которые мы не можем контролировать. Собственно, это и отличает людей, способных достигать вершин, от людей, которым не удается сохранить трезвость, избегать не только наркотиков или алкоголя, но и всех нездоровых пристрастий. Самый опасный дракон из тех, которых мы преследуем, это тот, который заставляет нас думать, будто мы способны изменить то, что изменить не в наших силах. Если кто-то решает прервать финансирование вашей компании, вы не можете отменить его решение. Но кто запрещает вам совершенствовать свой бизнес? Никто. Что вы можете сделать, если кто-то украл вашу идею? Ничего. Но никто не запретит вам изменить и усовершенствовать эту идею. Сосредоточенность на том, что находится в вашей власти, многократно усиливает ваши силы и возможности. В то же время каждая калория энергии, направленная на вещи, находящиеся вне вашего влияния, тратится совершенно бесполезно. Так мы лишь потакаем своим слабостям и разрушаем себя. Подобным образом мы тратим много своей энергии и энергии других людей, причем без всякой пользы. Видеть в препятствии вызов, стараться обратить его в свою пользу – это тоже решение, которое мы принимаем. И никто не запретит нам применять именно такое решение. А теперь подытожим все вышесказанное и проясним для себя некий алгоритм принятия решений. Возможные решения. Что бы вас ни беспокоило, будь то выбор нового смартфона, отношения с любимым человеком или завышенные требования нового начальника, у вас есть 4 способа избавиться от этого чувства. Несомненно, есть еще один вариант – оставить все как есть. Но это точно не про разрешение проблемы. Все, перечень закончился. Больше, как ни старайся, ничего не придумать. Если вы хотите поразмыслить над тем, как поступить, то предлагаю проделать следующие шаги. Первое. От первого лица
формулируем нашу проблему. Проблемы. В мире еще не создали смартфон, который мне нужен. Он обо мне не заботится. И начальник-зверь требует невозможного, неразрешимы, так как являются слишком обобщенными. Зато проблемы. Я не могу найти смартфон, соответствующий моим требованиям. Я чувствую себя несчастным из-за того, что любимый человек обо мне не заботится. И я не могу сделать то, что требует от меня начальник, вполне себе рабочие и имеют уже более узкие границы. Второе. Проанализируйте свою проблему. Исходите из 4 способов решения, представленных выше. Вы можете изменить себя и свое поведение, пересмотреть свои требования к смартфону, попросить любимого проявить заботу или научиться делать то, что требует ваш начальник. Вы можете изменить ситуацию, создать самостоятельно такой смартфон, который идеально будет соответствовать вашим критериям, поговорить с любимым человеком о ваших чувствах или сделать так, чтобы вашего начальника уволили. Вы можете выйти из ситуации, решить не покупать смартфон, расстаться с любимым и уволиться. Вы можете изменить свое отношение к ситуации, почитать отзывы на форумах и оценить, насколько вам нужен именно такой смартфон, поговорить с психологом и узнать, как вы сами можете о себе позаботиться. Обратившись к философии буддизма, смириться с характером начальника и не принимать его требования близко к сердцу. Третье. Находим наиболее подходящий для вас способ. Возможно, вы поймете, что хотели бы совместить несколько из них. Например, изменить свое отношение к ситуации и затем изменить свое поведение. Четвертое. Проводим мозговой штурм и выбираем 1, 2 или даже 3 способа. Возьмите лист бумагу и ручку. Для каждого способа напишите как можно больше вариантов решения проблемы. На этом этапе отбросьте все фильтры неприлично, невозможно, некрасиво, стыдно и прочее. И записывайте все, что приходит в вашу голову. Давайте возьмем для примера проблемную ситуацию на работе. Я не могу сделать то, что требует от меня начальник. Я могу научиться делать это. Объяснить начальнику, почему я не могу это сделать. Попросить кого-то сделать это вместо вас. А можно сделать вот еще что. Представьте себе человека, которого вы уважаете и который обязательно смог бы помочь вам. Какие варианты решения проблемы он бы вам предложил? Попросите о помощи друзей и знакомых. Мозговой штурм в компании проходит гораздо веселее. Пятое. Изучите список всех вариантов решения вашей проблемы. Выберите наиболее подходящий для вас в данной ситуации. Шестое. Ответьте себе на следующий вопрос. Что мне необходимо сделать, чтобы претворить эти решения в жизнь? Что мне может помешать и как я смогу преодолеть это? Кто мне может помочь сделать это? Что я сделаю в ближайшие 72 часа, чтобы начать решать свою проблему? И последнее. Действуйте. Начните действовать без промедления. Без реальных действий все эти размышления и анализ – пустая трата вашего времени. И даже не сомневайтесь, у вас все обязательно получится. Запомните раз и навсегда. Безвыходная ситуация – это ситуация, очевидный выход из которой вам не нравится. На этом все. Обязательно подпишитесь на этот канал, поставьте лайк или дизлайк, поделитесь этим видео с друзьями. До новых встреч!